В массовом сознании слово «оккупация» воспринимается как нечто, возникшее в результате войны. Может быть, поэтому Европа и США предпочитают не замечать ни воинственную оккупацию Беларуси со стороны России. Хоть на наш взгляд, оккупация Беларуси Россией – это свершившийся факт, и не замечать ее последствий уже невозможно. Можно довольно долго игнорировать оккупацию страны в самом центре Европы. Можно сколько угодно пытаться не провоцировать агрессора и не называть вещи своими именами. Но в конечном итоге это все равно приведет к войне. Даже если оккупация, которая этой войне предшествовала, произошла без какого-либо военного столкновения российской и белорусской армий. Как же так получилось, что Россия без единого выстрела смогла оккупировать Беларусь и к каким последствиям для региональной безопасности это привело? Давайте разбираться. Для начала разберемся с основными видами оккупации. В прошлом оккупация рассматривалась как результат военных действий между государствами, и поэтому она так и называлась – военная оккупация. Но события 20 века показали, что связь между оккупацией и войной не является обязательной. Она может быть результатом угрозы применения силы. Например, для того, чтобы заставить другое правительство уступить иностранному государству фактически контроль над своей территорией. Или же оккупация может произойти в результате соглашений, заключенных между сильными и слабыми государствами. Эта тенденция нашла подтверждение в положениях 4-й Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года. Данная конвенция распространяет режим оккупации на все случаи частичной или полной оккупации территории высокой договаривающейся стороны, даже если эта оккупация не встречает вооруженного сопротивления. Это явление можно определить как фактический контроль государства над территорией, на которую это государство не имеет суверенного титула, без воли суверена этой территории. Это подтверждает и современная практика, которая показывает, что оккупанты предпочитают не устанавливать прямое управление. Во второй половине 20 века объявление войны вне закона послужило стимулом для захватчиков действовать через своих доверенных лиц и избегать прямой ответственности. Они предпочитали использовать существующие структуры управления или пытались создать марионеточное правительство. В этом случае они, как правило, не признают применимость закона об оккупации к своим собственным действиям или действиям своих доверенных лиц и отрицают любую международную ответственность за них. На основании вышеприведенных положений доктрины можно сделать вывод, что Беларусь подверглась не военной оккупации российскими вооруженными силами. И произошло это с молчаливого согласия марионеточного правительства нелегитимного Лукашенко, что привело к очевидной утрате суверенитета в политической и военной сфере. Первое. Оккупант Россия контролирует оккупированную территорию и использует ее для своих военных целей. Второе. Нет никаких видимых признаков того, что Лукашенко может воспрепятствовать каким-либо действиям российской армии. Третье. Для прикрытия своих действий и во избежание наделения Беларуси статусом оккупированной территории Россия использует согласие марионеточного правительства Лукашенко, не обладающего никакой легитимностью. Четвертое. Начало оккупации имело место без объявления войны. Оккупант прикрывался формальными юридическими основаниями: план учений, членство в ОДКБ и так называемом союзном государстве. Пятое. Международные договоры и договоренности, которые использовались как формальное основание для ввода войск, впоследствии были грубо нарушены. Армия Российской Федерации осталась на территории Беларуси после окончания учений и впоследствии напала на Украину. Данные действия позволяют сделать вывод о том, что Кремль изначально планировал использовать территорию Беларуси для вторжения в Украину. В итоге территория Беларуси была использована для агрессивного нападения на третью страну, хотя ни договор о союзном государстве, ни договор о коллективной безопасности, участником которых является Беларусь, вступление в агрессивные войны не предусматривает. Как, собственно, и Конституция Республики Беларусь, а также ее военная доктрина. Кроме того, был нарушен договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, заключенный 17 августа 1995 года
между Украиной и Республикой Беларусь, согласно которому Украина и Беларусь признали нерушимость государственных границ, а также принятый в его развитие договор о государственной границе между Украиной и Республикой Беларусь от 12 мая 1997 года. Шестое. На момент оккупации Лукашенко де-факто незаконно силой оружия удерживал власть в стране после проигрыша на выборах летом 2020 года и не был признан цивилизованным миром как легитимный президент. В августе 2020-го экс-президент Лукашенко проиграл выборы кандидату от демократических сил Светлане Тихановской и захватил власть силой оружия. После того, как в знак протеста против украденных выборов сотни тысяч людей вышли на улицы в мирном протесте, Лукашенко развернул самые массовые репрессии в современной истории Беларуси. Десятки людей были убиты. Тысячи сидят в тюрьме. Десятки тысяч прошли через пытки в тюрьмах. Сотни тысяч белорусов уехали из страны, опасаясь преследований. Единственная страна из соседей Беларуси, которая признала Лукашенко президентом и помогла ему удержать власть, это Россия. Это важно зафиксировать. Без поддержки России у Лукашенко не было ни единого шанса удержать власть. Во-первых, после проигрыша Лукашенко на президентских выборах Россия объявила, что готова оказать ему военную помощь для удержания власти. Для белорусов это фактически означало угрозу военного вторжения. Сейчас, в 2022 году, мы видим, что эта угроза была вполне реальной. Российская армия беспрепятственно вошла в Беларусь под видом учений и прямо сейчас находится на нашей территории и ведет с нее военные действия против Украины. Во-вторых, после введения европейских санкций Россия помогла и продолжает помогать режиму Лукашенко удерживаться на плаву финансово, создавая условия для обхода санкций и фактически спонсируя Лукашенко. Теперь очевидно, что целью всех этих инвестиций было получение в свое распоряжение территории Беларуси как плацдарма для нападения на Украину. Как очевидно и то, что без возможности свободного входа на территорию Беларуси и без такого плацдарма российские войска не смогли бы вторгнуться в Украину с территории Беларуси по кратчайшему маршруту до Киева, не смогли бы наносить удары по центру Украины самолетами и ракетами с кратчайших дистанций. Не только пропаганда, но и сами российские государственные деятели уже сейчас прямо заявляют о возможности нападения с территории Беларуси на Польшу и Литву. Можно ли рассматривать эти слова как пустые угрозы? Возможно, но опыт 2022 года показал, что к любым угрозам со стороны России следует относиться как к реальным, если у нее есть физическая возможность их реализовать. А эта возможность определяется тем, где в момент угрозы находится российская армия. И сейчас по территории оккупированной Беларуси она уже подошла вплотную к границам ЕС. Пока они атакуют только Украину, где уже погибли тысячи людей. И каждый день гибнут новые, где ряд украинских городов попросту оказался стертым с лица земли. Но даже если между Россией и Украиной будет заключено перемирие или мир, и горячая фаза конфликта остановится, изменится ли что-то в плане региональной безопасности в Европе? Нет, не изменится абсолютно ничего. Очевидно, что российские войска не покинут Беларусь до тех пор, пока их не заставят это сделать. Они останутся и будут представлять постоянную угрозу для Европейского Союза и Украины. Просто потому, что для этого якобы нет оснований. Ведь Лукашенко везде говорит, что добровольно пригласил российскую армию. И все как будто уже забыли, что права приглашать кого-либо от имени белорусов у него нет. Ведь он проиграл выборы и удержал власть только силой оружия и российских денег против воли абсолютного большинства белорусов. Разумеется, этого возможно было избежать, если бы ЕС и США также активно помогали белорусам в их борьбе за свободу, как сейчас помогают украинцам, то войны в Украине могло бы не быть. Мы могли бы избежать тысячи жертв, если бы в отношении Лукашенко вводили такие же санкции, что вводят сейчас против России. Лукашенко не удержал бы власть. Сегодня же это прямо подтверждает сам Лукашенко, который открыто заявляет, что если бы в Беларуси удался Майдан, то Россия не смогла бы начать операцию в Украине. Было желание отрезать здесь и провести красную черту для России.
Украина уже там была, Беларусь надо было рядом поставить. И уже операцию, имеется в виду российское вторжение в Украину, невозможно было бы провести, когда две республики были бы подмяты под них, имеется в виду страны Запада. 31 марта заявил Лукашенко в ходе встречи с Мельниченко, губернатором Пензенской области России. Необходимо осознать тот факт, что без Лукашенко у власти Путин не получил бы плацдарм для нападения на Украину. Осознать, чтобы начать действовать. Во-первых, признать Беларусь территорией оккупированной Россией. Это позволит в качестве первого шага заявить требования о выводе российских войск из Беларуси. Во-вторых, поместить Лукашенко и его правительство в международную изоляцию, исключив всех его представителей из международных отношений. Это воспрепятствует использованию России марионеточного правительства Лукашенко, которое, например, использует свой голос в ООН для продвижения нарративов российской пропаганды. В-третьих, предупредить, что дальнейшее использование территории Беларуси для агрессии и невывод российских войск в установленный срок повлечет за собой еще более жесткие санкции, чем были введены в отношении России. Это заставит Лукашенко пересмотреть соотношение риск-выгода в том, что касается торговли территорией как плацдармом для нападения на ЕС. В-четвертых, обозначить четкую позицию, что никакие действия, ущемляющие суверенитет Беларуси, не будут иметь юридической силы и не допустить аннексии Беларуси. И в-пятых, предотвратить неоднократно озвученные Россией и подтвержденные марионеточным правительством Лукашенко шаги по размещению в Беларуси ядерного оружия. Без этих действий любые перемирия или мировые соглашения лишь переведут военный конфликт в Украине из активной фазы в фазу ожидания. При наличии российских войск на территории Беларуси сохраняются угрозы новых агрессивных действий, и не только против Украины.